Как вы, девушка, стояла, какого роста была? Ниже, Вот, выше вас? ниже меня. Насколько? Ну, 160. Примерно такого, да? Как она была к вам обращена? Я точно не помню. Э, Касаемо топорика, ну, такой импровизированный предмет, похожий на топор. Куда могли вы ей удары нанести? Сейчас помните? Голову. Голову наносить. То есть именно в голову. Она от вас 2-3 как-то удара. оборонялась, руками, ногами Если защищалась. она пыталась руку поднять, закрыться, то значит на руке возможно будет рана. В начале зимы и в конце осени 94 года я привез сюда двух неизвестных мне девушек и здесь совершил их убийство. Он не выглядел чудовищем. Он не выделялся из толпы. Он не пугал. Если бы вы встретили его в магазине, в подъезде или на остановке, вы бы не обратили внимания. Возможно, даже запомнили бы как вежливого, спокойного мужчину. Того самого, который придержит дверь, скажет «спасибо», кивнет головой и пойдет дальше. Именно такие люди кажутся максимально безопасными. Именно таким он и был для окружающих. Эта история не о внезапном безумии, не о вспышке ярости, не о человеке, который сорвался однажды. Это история о том, как зло может жить рядом с тобой годами. И ты даже не заметишь. Город Ангарск. Иркутская область. Обычный промышленный город, типичный для Сибири. Заводы, панельные дома, длинные зимы, короткое лето. Люди здесь привыкли к трудностям. Здесь умеют молчать. Здесь не любят лишних разговоров. В 90-е годы этот город, как и вся страна, переживал тяжелые времена. Безработица, преступность, алкоголь, чувство нестабильности. Но даже на этом фоне никто не был готов к тому, что происходило на его улицах. Первые тревожные сигналы появились незаметно. Не было громких заголовков. Не было паники. Женщина не вернулась домой. Потом еще одна. Потом третья. Сначала это списывали на бытовые причины. Уехала. Поругалась с родными. Начала новую жизнь. Такое случалось. Особенно в то время. Когда находили тела, между ними не видели связи. Разные места. Разные обстоятельства. Иногда казалось, что это несчастные случаи. Иногда, что это бытовые преступления. Следователи работали, но у них не складывалась общая картина. Не было одного образа преступника. Не было одного сценария. А он был. Он наблюдал. Он слушал. Он знал. Михаил Попков родился и вырос в обычной советской семье. Его детство нельзя назвать ни ужасным, ни выдающимся. Школа, друзья, армия. Все как у многих. Он не выделялся жестокостью. Не был известен как проблемный подросток. Не состоял на учетах. Он был нормальным. Именно это слово позже будет звучать особенно жутко. Он женился. У него появилась семья. Родилась дочь. Он устроился на работу, которая внушала доверие. Он оказался внутри системы, связанной с правопорядком. Это дало ему не только стабильность, но и доступ к информации. Он видел, как работают расследования. Понимал, где слабые места. Знал, какие улики ищут в первую очередь и какие ошибки совершают чаще всего. Это знание стало для него оружием. Он знал, как не попасться. Снаружи его жизнь выглядела упорядоченной. Дом, работа, семья. Коллеги не подозревали. Соседи не жаловались. Родные не догадывались. Он не был агрессивным в быту. Не устраивал скандалов. Не привлекал внимания. Он существовал в рамках нормы. Но внутри него происходило другое. Первые преступления не были импульсивными. Они не случились внезапно. Это был процесс. Медленный, нарастающий. Он начинал осторожно. Проверял границы. Смотрел, что ему сходит с рук. Он чувствовал безнаказанность, и она давала ему уверенность. Он выбирал жертв не случайно, но и не по какому-то очевидному признаку. Его интересовали женщины, которые возвращались домой вечером. Те, кто был один. Те, кого, как он считал, не будут искать слишком активно. Он умел говорить.
умел расположить к себе. Иногда представлялся сотрудником. Иногда просто казался надежным попутчиком. Он знал, что в таком городе люди привыкают доверять. Особенно тем, кто выглядит спокойно и уверенно. Каждое преступление укрепляло его ощущение власти. Он видел, что город продолжает жить, что на улицах все так же ходят люди, что никто не догадывается. Он читал новости, слышал разговоры, знал, что следствие буксует, и понимал, он выиграл еще один день, а потом еще один, и еще. Годы шли. Преступления продолжались. Самое страшное — он не прятался, он не скрывался, он жил среди всех. Он мог обсуждать убийства за столом, слышать, как люди боятся выходить вечером, видеть, как матери переживают за дочерей, и при этом оставаться спокойным. Он был частью этого общества и одновременно его самым опасным врагом. Следственные группы менялись, дела закрывались и снова открывались. Появлялись версии, говорили о маньяке. Потом от этой версии отказывались, потом возвращались снова. Но все это время он находился слишком близко. Иногда буквально в нескольких шагах от тех, кто его искал. Он знал, что его главное преимущество — время. Чем больше времени проходит, тем сложнее связать преступление. Тем больше теряется улик. Тем слабее память свидетелей. Он рассчитывал на это и оказался прав. Он продолжал жить двойной жизнью. Днем — обычный человек. Ночью — тот, чье имя позже будут произносить с содроганием. И все это время никто не задавался главным вопросом. А если он уже среди нас? Он не торопился. Это важно понять сразу. В его действиях не было суеты, паники или хаоса. Он не действовал как человек, боящийся быть пойманным. Наоборот, он вел себя так, будто времени у него бесконечно много. И это ощущение спокойствия пронизывало все, что он делал. Михаил Попков прекрасно понимал, как выглядит обычное расследование. Он знал, что следователи сначала ищут очевидные связи. Родственников, сожителей, последние контакты. Он знал, что внимание в первую очередь обращают на криминальные круги, на ранее судимых, на агрессивных мужчин с нестабильной психикой. Он же не подходил ни под один из этих образов. Он был не тем. Каждое преступление начиналось задолго до самого момента. Он наблюдал, иногда неделями. Он выбирал маршруты, изучал районы, понимал, где меньше освещения, где реже появляются люди ночью, где проще исчезнуть. Он знал город наизусть. Знал дворы, пустыри, лесополосы, заброшенные дороги. Он не действовал по одному шаблону. И это было ключевым. Нет одинакового сценария, нет очевидной серии. Нет серии, нет маньяка. По крайней мере, на бумаге. Он мог предложить подвести, мог завести разговор, мог выглядеть как человек, которому можно доверять. Его голос был спокойным, его поведение — уверенным. Он не производил впечатления угрозы. И это срабатывало. В какой-то момент он начал чувствовать себя хозяином ситуации. Он понимал, что контролирует все — место, время, человека рядом. Это ощущение власти стало для него главным. Не вспышка агрессии, не гнев, а именно контроль. Он решал, что будет дальше. После первых преступлений он ожидал реакции, усиленных патрулей, активных проверок. Но ничего не происходило. Жизнь в городе шла своим чередом. И это стало для него подтверждением. Он может продолжать. Он не боялся оставлять тела в разных местах. Он не боялся, что их найдут. Более того, иногда ему было важно, чтобы их нашли. Потому что каждый раз, когда находили очередную жертву, а его не вычисляли, он чувствовал свою победу. Он следил за новостями, читал сводки, слушал слухи. Он знал, какие версии обсуждаются, и понимал, что они уводят следствие все дальше от него. Особенно важно то, что он прекрасно ориентировался в ошибках системы.
Он знал, что дела могут теряться, что экспертизы могут быть проведены формально, что доказательства могут не совпасть из-за человеческого фактора. Он пользовался этим. Он знал, что если не оставлять явных следов борьбы в одном и том же месте, если менять локации, если не повторять одни и те же детали, картина никогда не сложится полностью. И она не складывалась. Проходили годы, менялись следователи, старые дела отправлялись в архив. Новые начинались без привязки к предыдущим. Он существовал в этом хаосе, как рыба в воде. Но при этом он не был безупречен. Он просто знал, что его ошибки растворяются во времени. Самое страшное, он не воспринимал себя как чудовище. В его внутреннем мире не было постоянного чувства вины. Он не считал себя плохим. Он находил оправдание. Он объяснял свои действия собственными правилами. Он делил людей на категории. Он решал, кто, по его мнению, достоин жить, а кто нет. Это опасное мышление, потому что в нем нет сомнений. Он мог после очередного преступления вернуться домой, поужинать с семьей, поговорить о бытовых мелочах. Он мог на следующий день выйти на работу и выполнять свои обязанности. Его жизнь не рушилась, она не трескалась, она продолжалась. И именно это делало его особенно опасным. Следствие тем временем топталось на месте. Периодически появлялись попытки объединить дела. Периодически возникала версия о серийном преступнике. Но каждый раз не хватало решающего элемента. Не хватало человека, который связал бы все воедино. А он был рядом. Он видел страх города. Женщины стали реже выходить вечером. Родные чаще звонили друг другу. Появились разговоры о маньяке. И он знал, это о нем. Но никто не знал, что это он. Это давало ему особое чувство превосходства. Со временем его уверенность только росла. Он чувствовал, что стал невидимым, что его невозможно вычислить. Маньяк признался в новых убийствах. По числу жертв он дважды обошел Чикатило. По словам Попкова, 2 эпизода, которые он вспомнил, хорошо известны следствию, но позже понял, что ошибался. Маньяк обещает, что вспомнит и о многих других эпизодах, неизвестных правоохранительным органам. По оперативным данным, на счету Михаила Попкова более 100 убийств женщин в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае и в Приморье по маршруту, которым он гонял автомобили на перепродажу. На сегодняшний день Попков, бывший милиционер, самый жестокий серийный убийца в истории России. На его счету 84 доказанных убийства. Попков осужден на 2 пожизненных срока, что является уникальным для страны случаем. По версии следствия, все убийства ангарский маньяк совершал с особой жестокостью. При этом расправы были сопряжены с изнасилованиями. Что система слишком медлительна, слишком разрознена, слишком уязвима. Он не думал, что все закончится. Он думал, что так будет всегда. Перелом всегда наступает не сразу. Он почти никогда не выглядит как резкий обрыв. Чаще всего это едва заметная трещина, которую сначала не воспринимают всерьез. В случае Михаила Попкова эта трещина появилась задолго до его задержания. Просто тогда никто не понял, что именно она означает. Годы безнаказанности не проходят бесследно даже для тех, кто уверен в своем превосходстве. Чем дольше он оставался незамеченным, тем сильнее росло ощущение собственной исключительности. Он начал верить, что он умнее системы, что он выше закона, что его невозможно поймать не потому, что не хватает доказательств, а потому, что он действует идеально. Это чувство стало опасным, в первую очередь для него самого. Он начал позволять себе больше, стал менее осторожным, где-то повторял маршруты, где-то действовал увереннее, чем следовало. Он по-прежнему менял места, по-прежнему избегал очевидных ошибок, но внутри уже не было прежнего напряжения. А именно напряжение часто удерживает преступника от фатальных просчетов. Параллельно с этим менялось и само следствие. В начале 2000-х годов в России начали активнее использовать новые методы анализа.
появилась возможность сопоставлять разрозненные дела не только по показаниям, но и по деталям, которые раньше считались второстепенными. Начали обращать внимание на характер повреждений, на повторяющиеся элементы, на временные интервалы. Медленно, очень медленно, но фрагменты начали складываться. Следователи заметили, что, несмотря на внешнюю разрозненность, в делах есть общие черты. Поведение преступника, способ установления контакта, выбор времени, география. Все это не бросалось в глаза сразу, но при детальном анализе выстраивалось в тревожную линию. Появилась версия о серийном характере преступлений. На этот раз ее не стали отбрасывать слишком быстро. Однако даже тогда никто не представлял масштаб. Никто не понимал, сколько именно эпизодов может стоять за одним человеком. И уж тем более никто не предполагал, что этот человек так близко. Попков продолжал жить своей жизнью. Он все так же работал, все так же общался с коллегами, все так же возвращался домой. Он слышал разговоры о том, что старые дела снова поднимают. И это вызывало в нем не страх, а раздражение. Он считал, что прошлое давно похоронено. Он не понимал одного. Система начала учиться на собственных ошибках. Решающим фактором стало то, что спустя годы появились новые технологические возможности. То, что раньше не давало результата, теперь могло заговорить. Улики, которые лежали в архивах, снова стали предметом внимания. Материалы пересматривались, свидетельства сопоставлялись заново. И в какой-то момент следствие подошло слишком близко. Попков впервые ощутил тревогу. Не явный страх, а внутренний дискомфорт. Он заметил, что к нему стали относиться чуть внимательнее. Вопросы стали точнее, формулировки осторожнее. Это было не давление, а наблюдение. Самое опасное состояние для человека, привыкшего быть незаметным. Он начал нервничать, но внешне этого не показывал. Он по-прежнему держался спокойно. Он по-прежнему считал, что сможет выкрутиться. Опыт подсказывал ему, прямых доказательств нет, а без них ничего не будет. Он ошибался. Когда круг начал сужаться, это происходило не стремительно, а почти незаметно. Один разговор, одна проверка, один пересмотренный эпизод. Все это не выглядело как угроза, но в сумме складывалось в нечто новое. Его задержание не стало громким шоу. Не было погони, не было сопротивления. Он не кричал, не отрицал сразу. Он вел себя так же, как и всегда, сдержанно и холодно. Но внутри все уже рушилось. Самым страшным для окружающих стало не само признание, а его объем. Когда он начал говорить, стало понятно, масштаб намного больше, чем предполагали даже самые мрачные версии. Преступления, которые считались несвязанными, исчезновения, о которых давно забыли, тела, найденные случайно, и те, которые не нашли вовсе. Он рассказывал спокойно, иногда сухо, иногда почти отстраненно, без эмоций, без раскаяния в привычном понимании этого слова. Это производило жуткое впечатление даже на опытных следователей. Постепенно всплывала правда о его двойной жизни, о том, как он годами возвращался домой после преступлений, о том, как находился рядом с теми, кто его искал, о том, как использовал знания системы против самой системы. Общество оказалось в шоке. Люди не могли поверить, что все это время он был среди них, что он ходил по тем же улицам, что его видели, знали, возможно, даже уважали. Особый удар пришелся на понимание того, что он был отцом, что рядом с ним рос ребенок, что в доме, где звучал детский голос, жил человек, способный на такие вещи. Этот контраст оказался для многих самым невыносимым. Начались вопросы. Как это возможно? Как никто не заметил? Как система допустила такое? Ответы оказались сложнее, чем хотелось бы. Потому что дело было не только в одном человеке. Оно было в пробелах, в формальности, в нехватке ресурсов, в человеческом факторе.
в том, как легко зло может прятаться за обычностью. Его приговор не стал точкой. Он стал началом долгого осмысления, потому что даже после суда оставались вопросы о жертвах, о которых никто не знал, о тех, чьи имена так и не были названы, о том, сколько времени он действовал на самом деле. История Михаила Попкова разрушила иллюзию безопасности. Она показала, что монстр не всегда выглядит как монстр. Иногда он выглядит как сосед, коллега, отец. И именно это делает ее по-настоящему страшной. Истории вроде этой не заканчиваются в зале суда. Приговор — это не финал. Это лишь момент, когда общество пытается поставить точку, но не может. Когда имя Михаила Попкова стало известно всей стране, многие испытали одинаковое чувство — не только ужас, но и растерянность. Люди пытались понять не столько его, сколько саму реальность, в которой подобное оказалось возможным. Потому что признать существование такого зла значит признать, что оно может существовать и рядом с тобой. После его задержания начали всплывать детали, которые долгое время оставались в тени. Старые дела поднимались одно за другим. Родственники пропавших женщин снова приходили к следователям. Для кого-то это была надежда. Для кого-то — новая боль. Потому что, правда, даже самое долгожданное редко приносит облегчение. Общество столкнулось с масштабом, к которому никто не был готов. Количество эпизодов, хронология, география — все это ломало привычные представления о серийных преступлениях. Это был не короткий период безумия. Это была долгая, системная, холодная реальность. Особенно тяжелым оказался вопрос ответственности. Не только личной, его вина была очевидна, а системной. Как так получилось, что человек с подобными наклонностями оказался внутри структур, связанных с правопорядком? Как так получилось, что он годами находился рядом со следствием, фактически наблюдая за собственной охотой со стороны? Ответы были неудобными. Выяснилось, что система слишком часто полагалась на шаблоны. Что если преступник не укладывается в привычный образ, его просто не видят. Что формальные проверки заменяли реальный анализ. Что разные подразделения не обменивались информацией так, как должны были. Что человеческий фактор играл слишком большую роль. Эта история стала болезненным уроком. После нее изменились подходы, усилились проверки, начали иначе смотреть на архивные дела. Но цена этих изменений была слишком высокой. Отдельной трагедией стала судьба семей жертв. Многие годы они жили в неизвестности. Надежда сменялась отчаянием. Некоторые так и не дождались ответа при жизни. И даже когда правда всплыла, она не вернула потерянное. Она лишь дала имя тому, что раньше было безымянным страхом. Для общества самым тяжелым оказался образ обычности. Он не был монстром из фильмов. Он не выглядел безумцем. Он не кричал о своей жестокости. Он просто жил. И именно это разрушало иллюзию, что зло всегда можно распознать заранее. История Михаила Попкова стала символом двойной жизни. Символом того, как легко человек может носить маску. И как сложно бывает увидеть то, что скрывается за ней. После суда его имя еще долго не сходило с новостных лент. Появлялись новые эпизоды, новые признания, новые вопросы. Казалось, что у этой истории нет дна. И каждый раз общество снова и снова возвращалось к одному и тому же. Как такое возможно? Но возможно, главный вывод здесь не в попытке понять его, а в попытке понять нас. Понять, почему мы склонны доверять внешнему. Почему спокойствие принимаем за безопасность. Почему система, созданная людьми, так часто повторяет человеческие ошибки. Эта история не о монстре. Она о среде, в которой он смог существовать. И именно поэтому о таких делах важно говорить. Не ради сенсации, не ради ужаса, а ради памяти. Ради тех,
чьи имена долгое время оставались лишь строками в старых делах, ради того, чтобы подобное не растворялось в забвении. Потому что зло, о котором забыли, имеет свойство возвращаться. И пока мы помним, у него меньше шансов.